первом веке нашей эры оккупированная римлянами Иудея восстала. Восстание было жестоко подавлено, и в 70-м году нашей эры римские солдаты сжигают еврейский храм, убивают многих из жителей Иерусалима и всей Иудеи, оставшихся угоняют в рабство. Здесь, на Массаде, нашли свое убежище повстанцы, которые не смирились с римской оккупацией и решили продолжить вооруженную борьбу. Массада оказалась последним оплотом восставших. Повстанцев едва насчитывалось 1000 человек, включая женщин и детей, но они удерживали крепость, окруженную легионерами, еще 3 года. Остатки римских военных лагерей и высокого каменного вала, которым римляне окружили гору, и сегодня отлично видны со стен Массады. Но отрезанные от всего мира, без малейших шансов на помощь извне, защитники крепости не пали духом. Во все времена главным сокровищем для еврейского народа были не золото, серебро или драгоценные камни. Это была книга книг, пятикнижие, полученное ими на горе Синайской. И даже несмотря на полную безвыходность своего положения, повстанцы здесь, на горе Массада, в окружении римских войск, продолжали соблюдать заповедь, данную им предками. «И научи сына словам закона этого». Здесь располагалась школа. Построивший Массаду Ирод Великий предусмотрел, казалось бы, все. Многочисленные склады, где были созданы запасы зерна, масла, сушеных фруктов и мяса, подземные хранилища для воды, высокие стены – все это придавало уверенности повстанцам в обороне крепости. Единственная тропа, которая вела на гору, была надежно защищена высокими уступами, узкими проходами, и римляне безуспешно пытались подняться по ней, каждый раз отступая под градом камней и стрел. Но римский инженерный гений, помноженный на труд 1000 рабов, сумел преодолеть неприступные склоны горы. Легионеры 10-го римского легиона проявляют самые настоящие чудеса изобретательности. Они пригоняют сюда огромное количество еврейских рабов, привозят сюда большое количество древесины и в этой пустыне возводят огромную насыпь, при помощи которой можно штурмовать неприступную крепость. По этой насыпи они загоняют наверх осадное орудие и в этом месте делают брешь в стене. Но атака легионеров захлебнулась, и они возвращаются на ночь в свой лагерь, остатки которого вы видите за моей спиной, с тем, чтобы утром снова штурмовать неприступную твердыню. Наступает последняя ночь восстания. Здесь, в синагоге, собираются все, кто еще способен носить оружие. Перед ними выступает их вождь Элиэзер бен Яир, который обращается к ним со словами: «Мы первые подняли восстание и последними уходим с поля боя. Друзья мои, уйдем же непокоренными, чтобы наши жены не узнали осквернения, чтобы наши дети не почувствовали тяжесть рабства. Мы покончим с ними и покончим сами с собой, уйдя непобежденными». О том, как повстанцы исполнили свое страшное решение, нам сообщает в своей книге «Иудейская война» современник тех событий, древнеримский еврейский историк Иосиф Флавий. Как он пишет, сначала мужьями были убиты жены и дети, затем 10 воинов, определенных для этого по жребию, закололи остальных мужчин, а один, последний, убил всех остальных, поджег имущество крепости и умертвил себя. Подробности смерти защитников Массады рассказали Флавию 2 женщины, укрывшиеся вместе с детьми в пещере. Долгие годы легенда о жеребьевке среди последних защитников крепости считалась не более чем мифом. И каково же было удивление археологов, когда при проведении раскопок вот именно в этом месте они обнаруживают 10 глиняных черепков, на которых написаны имена, упоминаемые в исторической хронике Флавия. Легенда становится фактом. Начиналось утро нового дня, 15-го Ниссана. Над горами в клубах черного дыма вставало кроваво-красное солнце. Но увидеть этот рассвет защитникам крепости уже не удалось. Их охладевшие тела обнаружили потрясенные римские солдаты, ворвавшись на неприступные стены. «Массада больше не падет». Эти слова из поэмы израильского поэта Ицхака Ландмана стали не только девизом израильской армии.
но и символом надежды и веры в свое будущее – государство Израиль.